Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я рассказывал вам о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбая Оразбакова написан пятитомный роман «Манас в прозе» на кыргызском языке. Затем я перевел эту книгу на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем сайте epos-manas.com. Кто хочет, то может приобрести там мое произведение. Кроме этого, вот я постоянно выступаю по YouTube с видеороликами на кыргызском и русском языках. Мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это значит, что любой желающий может посмотреть мои видеоролики на своем родном языке или понятном им языке. А теперь, с вашего позволения, продолжу читать свой роман. Чельчане, увидев яростную битву Манаса и Кайту, не поняли, кто защищает от врагов, отбивает их табуны. Они были очень удивлены. Не понимая ничего, казахи и кыргызы остались на месте с разинутыми ртами. Горя желанием узнать, кто их спас, чельчане, собравшись группами по 20-30 человек, стали искать своих лошадей. Оставшись от калмаков скакуны, также стали предметом споров среди них. Вечером в их аил, расположенный у подножия горы, прибыл Манас. Его воины пригнали 304 лошадей и 50 пленных китайцев и калмаков. 1700 кыргызов и казахов собрались в долине Кошарку. Они не решились подойти к богатырю и позвать вождь, испугавшись его грозного вида. Этот богатырь полностью истребил калмаков, напавших на наши табуны. Обратился к ним глава конюхов, рослый, смуглый, широкоплечий, краснолицый Джабагай. Он действительно очень храбрый человек. Тысячи калмаков набросились на него, но так и не смогли одолеть этого парня. Когда он атаковал с Куксая и начал теснить, калмаки повели себя как бабы. По всей вероятности, этот алтаец пришел на охоту. Когда калмаки напали на нас, он перебил их всех, как овец. Надо узнать, кто это, поддержал его слова седобородый, скуластый, рыжий Атайбек. Тогда в разговор вмешался пастушок, который первым встретил Манаса. «Оставьте это», — сказал он, — «не стоит утруждать себя». «Почему?» — удивился Атайбек. «Я встретился с ним и поговорил, когда пас овец. Их вожак подошел к краю отары, поздоровался со мной по-калмакски. Я ответил, что мы бросили такие приветствия, и промолчал. Тогда он приветствовал меня по-китайски: «Сынок, кома». Я заявил, что это хуже, чем предыдущее приветствие. Взглянув на его лицо, от грозного вида и сурового слова незнакомства, я чуть не спустил дух. Он показался мне, как сама смерть. Когда я с громким ревом стал от него убегать, его товарищи остановили меня и стали утешать. В это время снизу калмаки подняли громкий крик, напали на лошадей. Я принял незнакомцев за товарищей калмаков. Но все вышло иначе. Они набросились на калмаков и начали громить их. Посмотрев на их мужество,
я убедился, что они не простые люди и не здешние. Если хотите узнать о них поподробнее, то разговаривайте с богатырем, не глядя на его лицо. Желая взглянуть на него, как бы вам от страха не отправиться на тот свет. Закончил свою речь Пастушок и громко шмыгнул носом. В это время султан Манас приказал установить на побережье реки желтый шатер. Он расположился на лужайке вместе с пленными, калмаками и своими товарищами. Увидев стоявших на вершине холма сельчан, богатырь позвал их к себе. «Идите сюда!» – громко крикнул Манас, махнув рукой. Алаши во главе Джабага, Атайбеком, Куланбаем из Кызылоча, Кыпчаком, Мунаром, Кыргызом, Алапаем спустились вниз и подошли к богатырю. Они кое-как поздоровались с ним, так как только некоторые из них точно произнесли недавно ученное приветствие «Ассаламу алейкум», а другие наполовину. После этого Манас пригласил их в свой шатер. Когда все устроились, слово взял Джабага. «Вы здорово нам помогли», — сказал он, сняв с головы белый колпак. «Когда калмаки напали, мы думали, что полностью будем разгромлены и останемся без единой лошади. Слава Богу, вы защитили нас, не отдали ни одного жеребенка. Вы, кажется, наши новые родственники. Кто этот юный богатырь, который возглавляет вас?» Ему ответил среднего роста, широкоплечий, светлолицый кыргыз Абулгаза. «Наш повелитель, очень уважаемый человек из рода кыргызов. Взяв многочисленное войско, он прибыл сюда из Джилдыза. Его предки – ханы Бабыр, Нугой, отец Жаков, а его самого зовут Манас. Он долгожданный ребенок своего престарелого отца. Манас переполошил весь Китай и смог одолеть непобедимого Акумбишима. После этого Абулгазы подробно рассказал сельчанам обо всех предыдущих подвигах богатыря. «Так это и есть богатырь Манас?» – спросил Джабага, смущенный суровым видом богатыря. После того, как все вышли наружу, оставшиеся довольными алаши решили отблагодарить Манаса и устроить пир. «Что нам зарезать для них?» – спросил односельчан Джабага. «У нас есть коровы, лошади, верблюды, овцы. Кого из них принеси в жертву?» «По-моему, надо забить свинью», — ответил среднего роста смуглый пломбай. «Их мясо очень вкусное. В этом нет никаких сомнений», — подал голос Атайбек. «Но, насколько я слышал, наши новые родственники, кыргызы, будучи мусульманами, не едят свинину, считая его поганым». «Ты это точно знаешь?» – попросил, посмотрел на него Пломбай. «Нет», – отрицательно покачал головой Атайбек. «Тогда спросим разрешения у Абулгазы, чтобы забить свиней», – предложил Джабага. Согласившись, Атайбек пошел к Абулгазе и задал ему этот вопрос. «То, что кушать свинью, даже близко к ней не подходите», — покачал головой кыргыз. «По шариату ее мясо для нас запретно». Алаши остались в неловком положении. Посовещавшись, они для каждого отряда Маназа зарезали по 6 овец и одному жеребенку. Это угощение удостоились не только кыргызы,
но и пленные калмаки, вдоволь наевшиеся мяса. После окончания трапезы Манас подозвал одного из местных пастухов к себе. «Отправляйся сейчас к моим воинам», — дал ему приказ богатырь. «Пусть воины без промедления быстро пробудут в город Аранник». «Слушаюсь», — ответил пастух. Оседлав коня, он немедленно отправился в путь. Когда пастух в черной тюбетейке на голове, поношенном желтом халате и в старых черных сапогах добрался до армии кыргызов, застал там большой переполох. Все были встревожены из-за того, что от Манаса уже 17 дней не было вестей. Что случилось с богатырем? Куда он пропал? Шептались мудрецы. В конце концов, Манас не придет просто так, ибо не может жить без приключений. Среднего роста, худощавый, смуглый пастух рассказал Аксакалу во главе с Айдарханом, который укрывает проливного дождя в большом черном шатре, о причине опоздания богатыря. Услышав о том, что Манас разбил воинов Аранника, Кокотой смертельно побледнел и на шутку перепугался. «Манас поставил нас под смертельную угрозу», — плаксиво произнес он. «Почему ты так говоришь?» — вопросительно посмотрел на него Пахай. «Что тут плохого, что Манас защитил ваш скот?» «Наш народ проживает в Азатбеле и Аксае», — стал объяснять Кокотой. «Караджанга, Джидели, Куйдумсала, Ущигач также относятся к нам. Земли, простираешь дальше, входит во владение Ашарсу, племянника хана города Аранник Пануса, поданного хана Алокия. Видимо, Манас разбил именно его войска». «Да», — утвердительно ответил пастух, — «на нас напали именно воины Алокия». «Я тоже так подумал», — схватился за голову, еще больше испугавшийся Кокотой. Манас наступил на хвост дракона и, видимо, вознамерился идти походом на город Аранника. «Теперь китайцы никогда не простят нас за своих погибших воинов. Они соберут бесчисленную рать, придут сюда и полностью нас истребят». «Дядя, постой!» — недовольно перебил его слова нахмурившийся Бакай. «Ты, оказывается, живя по соседству с калмаками и китайцами, здорово боишься?» «Нет», — покачал головой Бакай. «Ты очень боишься калмаков и китайцев. Иначе почему сравниваешь Алоке и Ашара с драконами? За кого принимаешь Манаса и Айдархана, не считая их за людей? Если даже шутишь, то хорошенько подумай над тем, что говоришь, дядя». «А почему ты взялся на мои слова?» — набросился на Бакая Кокотой. «Нет ничего плохого в том, что тебе говорят всю правду в лицо. Я выразил тебе горькую истину. Тебе на нее не стоит обижаться, сынок». «Я ни на что не обиделся, дядя, но меня разозлило то, что ты говоришь необдуманные слова. Разве нас меньше, чем врать Алоке? Бог дал нам удачу, и мы завоевали Ташкент. То, что тебя повсюду окружает 6 родов алашей, а ты при этом боишься калмаков, и это речи, свихнувшись от ума человека. Негоже бояться Алоке, считая, что он находится поблизости. И если Манас будет жив, он многим еще даст жару». Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.